Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал АТП и не только. Я Андрей, специалист по автоматизации производственных процессов. В прошлом выпуске мы обсуждали общую тему влияния автоматизации на производственные процессы и ее эффективность. Сегодня также рассмотрим, какие основные виды промышленных роботов существуют. Если вы владелец производства, технолог или просто интересуетесь автоматизацией, это видео поможет вам разобраться в мире промышленных роботов. И, конечно, поддержите наш канал лайками и подпиской. Мы вкладываем много времени и сил, создавая для вас качественный и полезный контент. Теперь давайте перейдем к подробной классификации промышленных роботов. Робототехника сегодня развивается стремительными темпами, охватывая самые разные сферы человеческой деятельности. Чтобы разобраться в этом разнообразии, роботов можно разделить на группы по основным признакам. В первую очередь их разделяют по способу управления, чтобы определить степень автономности и взаимодействия с человеком. Важную роль играет конструкция и количество степеней свободы, влияющие на функциональность и область применения. Не менее значим критерий назначения, поскольку роботы создаются для решения конкретных задач, от промышленных до бытовых. Чтобы лучше понять функциональные возможности и особенности применения промышленных роботов именно в сфере литья пластмасс, нам нужно рассмотреть классификацию роботов по конструкции и подвижности, как устроен, двигаться, для чего применяется. Выделяют 6 основных видов промышленных роботов. Роботы с прямоугольной, декартовой системой координат, движение по линейным осям X, Y, Z. Роботы с цилиндрической системой координат, комбинация вращательного и линейного перемещения. Роботы с полярной, сферической системой координат, позиционирование через углы и радиус. Шарнирные роботы состоят из сегментов с суставами, аналогично человеческой руке. Роботы SCARA – специализированные манипуляторы для сборки с высокой точностью. Дельта-роботы – параллельная кинематика с 3 рычагами, соединенными с подвижной платформой. Высокая скорость и точность в ограниченной зоне. Поговорим о каждом подробнее. Декартовые, они же линейные, портальные. Роботы перемещаются по 3 взаимно перпендикулярным осям X, Y, Z, что соответствует прямоугольной системе координат. Они состоят из линейных направляющих и приводов, обеспечивающих точное позиционирование. Используются в основном при паллетировании и в сфере литья пластмасс. Извлечение отливок из пресс-формы, установка закладных элементов в пресс-формы, смазка пресс-форм, укладка и сортировка деталей на конвейер или палеты по определенным схемам, контроль качества в комбинации с датчиками и камерами. Отрезание и сепарация литников могут быть использованы при AML технологиях. Плюсы: высокая точность до 0,05 мм, благодаря жесткой конструкции и прямолинейному движению. Большая грузоподъемность, подходит для тяжелых и крупногабаритных изделий. Простота программирования, движения по осям легко настраиваются в ЧПУ-подобных системах. Стабильность и долговечность, меньше изнашиваемых деталей, чем у шарнирных роботов. Легкая интеграция с конвейерами и другими системами. Доступность по цене, например, 3-осевой серворобот стоит от 75 тысяч юаней с учетом НДС. Высокая скорость. Минусы: ограниченная гибкость, не подходит для сложных траекторий. Большие габариты, требует много места из линейных направляющих. Цилиндрические роботы. Это 3-осевые промышленные роботы с рабочей зоной в форме цилиндра. Они сочетают линейные и вращательные движения. 2 оси имеют линейный ход, а 3 – круговой. Цилиндрический робот состоит из 2 основных частей – поворотного и линейного привода, прикрепленных к цилиндрическому основанию. Они отвечают за вертикальные и горизонтальные движения, которые может совершать рука-робот. Поворотный вал облегчает работу робота в цилиндрической рабочей зоне. Кроме того, рука способна удлиняться и складываться обратно в исходное положение. Применяются в основном для перемещения или передачи продукции вокруг своей оси. Плюсы: хорошая грузоподъемность, подходит для средних и крупных изделий. Высокая скорость в радиальном направлении.
В зависимости от веса, перемещаемые детали могут быть даже быстрее, чем линейные роботы. Надежность и стабильность. Жесткая конструкция обеспечивает точность от 0,1 до полмиллиметра. Минусы. Наименьшая гибкость, вследствие чего трудно выполнять перемещение малогабаритных грузов и изделий со сложной геометрией. Сложное программирование. Линейная и вращательная деятельность цилиндрических роботов должна быть тщательно скоординирована. Стоимость цилиндрических роботов начинается от 150 тысяч юаней с НДС. Роботы с полярной, сферической системой координат. Их рабочая зона формирует сферическое пространство, что отличает их от цилиндрических и декартовых систем. Одна ось имеет возможность поворота на определенный угол относительно базы робота. Остальные модули совершают линейные перемещения. Они создают сферическую рабочую зону, в рамках которой робот способен достигать заданной точки. Преимущество. Компактное. Занимает меньше места, чем декартовые системы. Большая рабочая зона по сравнению с габаритами самого робота. Доступные по цене от 25 тысяч юаней с НДС. Недостатки. Плохая точность повторяемости. Жесткость конструкции при выдвижении линейной оси. Повышенные вибрации. Для примера, данные типы роботов применяются в сфере литья пластмасс для сепарации литников. Шарнирные роботы являются самым распространенным типом промышленных роботов. Благодаря своей гибкости могут применяться практически во всех отраслях промышленности. Имеют от 4 до 6 степеней свободы. Шарнирное сочленение позволяет осуществлять вращательные движения по каждой оси. Тем самым достигается высокая степень подвижности по сложным траекториям. Скоростные сервоприводы обеспечивают высокую точность позиционирования в пределах зоны досягаемости. Данный тип роботов способен повторять движения руки человека. Универсальность этого типа роботов позволяет их применять для выполнения следующих задач: фрезерная обработка, лазерная резка, сварочные работы, покрасочные работы, сборочные операции штабелирования. И для выполнения ряда других производственных процессов в различных отраслях промышленности. Часто шарнирные роботы разделяют на промышленные и коллаборативные, или коботы. Главное отличие в том, что коботы могут безопасно работать рядом с оператором. Это возможно благодаря встроенным системам безопасности, которые ограничивают силу и скорость их движения. Например, если робот столкнется с человеком, его движение сразу замедляется или полностью останавливается, что минимизирует риск травм. А промышленный требует защиты в виде барьеров и ограждений. Преимущество. Высокая гибкость из-за 6 степеней свободы. Универсальность практически под любые задачи во всех сферах промышленности. Безопасность. Пониженные вибрации. Хорошая скорость выполнения операций. Недостатки. Высокая стоимость. Сложная кинематика и система управления. Сложный и дорогостоящий ремонт или замена шарнирных соединений ввиду отсутствия взаимозаменяемости компонентов от других производителей аналогичных роботов. Износ суставов. Стоимость шарнирных роботов начинается от 125 тысяч юаней с учетом НДС. Роботы-манипуляторы типа SCARA. Это манипуляторы с селективной гибкостью и высокой точностью позиционирования и скоростью движения в горизонтальной плоскости. Конструктивно SCARA-роботы обладают рычажной системой, которая позволяет конечному звену перемещаться с высокой точностью за счет вращательных движений сервоприводов. Это обеспечивает высокую точность и повторяемость результатов, что важно для многих производственных операций. Роботы SCARA используются в различных областях производства и автоматизации. Производство электронных изделий для операций по сборке, производство полупроводников, пищевая и фармацевтическая промышленность, упаковка в различных отраслях, сборка, расстановка и сортировка. Преимущества. Высокая скорость и точность, благодаря двум двигателям, которые обеспечивают меньше механических колебаний и ошибок. SCARA-роботы могут выполнять операции быстрее и точнее, чем многие другие типы роботов. Компактность и экономия пространства. Их уникальная конструкция позволяет минимизировать занимаемую площадь. Меньшее количество подвижных шарниров упрощает расчеты кинематики и делает этих роботов более компактными и гибкими в размещении.
Легкая интеграция. SCARA-роботы легко интегрируются с другими устройствами и могут эффективно взаимодействовать с человеческими операторами без необходимости значительных изменений в производственной конфигурации. Недостатки. Высокая стоимость. Сложная настройка и система управления. Ограничение нагрузки. Нагрузка прикладывается к рабочей области, находящейся на конце вытянутого рабочего плеча механизма, что приводит к некоторым ограничениям и необходимости увеличивать прочность и жесткость элементов механизма. Стоимость SCARA-роботов начинается от 150 тысяч юаней с учетом НДС. Дельта-роботы. Они представляют собой параллельные, высокоскоростные промышленные манипуляторы, которые были разработаны для выполнения задач, связанных с обработкой легких объектов. Конструкция включает 3 рычага, соединенных с неподвижным основанием, что обеспечивает параллельное движение и высокую точность. Основание дельта-робота монтируется над рабочей зоной, в него встраиваются силовые приводы, к которым крепятся 3 рычага из композитных материалов с шарнирами посередине. В качестве приводного механизма используются линейные или вращательные двигатели. 4-й рычаг, обеспечивающий вращательную степень свободы дельта-робота, крепится к центру платформы основания. Основная сфера применения дельта-роботов – сортировка и упаковка мелкой продукции в пищевой, медицинской, фармацевтической и электронной промышленности, где они могут осуществлять до 300 захватов в минуту. Преимущества. Высокая скорость, легкая конструкция и параллельная кинематика позволяет дельта-роботам выполнять операции молниеносно. Точность. Благодаря своей конструкции дельта-роботы обеспечивают стабильное положение рабочего инструмента во время манипуляций. Это приводит к высокой точности выполнения операций, что критично при работе с деликатными или мелкими предметами. Низкий уровень вибрации. Параллельная структура обеспечивает низкий уровень вибрации во время работы, что важно для сохранения качества продукции и повышения долговечности оборудования. Недостатки. Ограниченная грузоподъемность. Из-за легкой конструкции дельта-роботы не предназначены для работы с тяжелыми грузами. Это ограничивает их применение в отраслях, где требуется высокая грузоподъемность. Сложность системы управления. Управление дельта-роботами требует использования сложных алгоритмов и программного обеспечения. Это может усложнить процесс программирования и эксплуатации робота, требуя от операторов специализированных знаний. Стоимость роботов начинается от 150 тысяч юаней с учетом НДС. Как правильно выбрать робота и нужен ли он вообще? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо четко понимать цели, задачи и конечный результат, к которому должны привести внедрение автоматизации на производственный участок. Также произвести анализ эффективности внедрения автоматизации на ваше производство, прикинуть сроки окупаемости, процент повышения производительности, процент снижения себестоимости и дополнительных прибыль от работы роботов. Как просчитать экономическую выгоду от внедрения робота на производстве, мы рассказали в видео о роли автоматизации. Или же можете обратиться за помощью к нашим специалистам. Но перед этим вам нужно понимать данные следующих параметров. Во-первых, определите максимальный вес детали, необходимую скорость, цикл в час, требуемую точность. Во-вторых, проверьте совместимость с вашим термопласт-автоматом, интерфейсы, размеры, наличность сервисной поддержки в вашем регионе. И, наконец, рассчитайте срок окупаемости, экономию на зарплатах и браке. Итак, мы разобрали основные типы роботов. От классических декартовых и шарнирных систем до высокоскоростных дельта-роботов и точных SCARA-манипуляторов. Робототехника не стоит на месте, и в будущем нас ждет еще больше инноваций. Если вам интересна эта тема, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комментариях, о каких роботах или инновациях рассказать поподробнее. До новых встреч! И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.